Отлично. Итак, добрый вечер. Сегодня у нас четверг, 19:00, а как традиционно по четвергам раз в 2 недели мы встречаемся с Борисом Савичем Яровским и говорим о вещах больше теоретических, занимаемся такой фундаментальной наукой, можно сказать. Изучаем первоисточники, углубляемся в суть вещей. В прошлый раз мы начали... Здравствуйте, Борис Савич. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте все, кто нас слушает. Здравствуйте всех, кто нас слушает, и тех, кто не слушает, тот, кто смотрит в записи, тоже здравствуйте. У нас, кстати, зрители появились и из Аргентины, и из Бразилии, так что тут у нас... О, как. Да, то есть наш канал даже... Будем ждать от них информации, что у них там происходит. Да. Ну, бразильский наш зритель просит писать субтитры на английском или португальском. Это мы делаем, но тем, кому интересны субтитры, у нас выходят на следующий день субтитры. Ну, тут техническая причина, нужно сутки, чтобы подготовить субтитры. Но, тем не менее, субтитры у нас есть на всех возможных известных языках, так что, если кто не знает русского, украинского, может смотреть. О, и нам привет из Португалии. Наш зритель из Португалии уже пишет нам привет. Привет, Португалия. Так что у нас такой совершенно международный канал, так что и это не может не радовать. Спасибо. Привет из Бишкека нам пишут. Так что все, раз уже начали писать, откуда привет, и пишите, откуда нас смотрите. То есть нас смотрят из Средней Азии и аж до Лиссабона. Так нас что... мало, но география у нас очень широкая, да. Вот. Сегодня мы с Борисом Савичем будем продолжать разговор, который начали 2 недели назад, о книге Фридриха Хайека, которая называется... Как называется книга, Борис Савич? О чем мы говорим? «Пагубная самонадеянность». Так, а куда я сам эту книгу-то? Правильно, да. Мы говорим о книге Хайека «Пагубная самонадеянность». Я надеюсь, что многие ее читали. А те, кто не читал, еще прочитает. Потому что наша задача не пересказать книгу, не рассказать свои впечатления о ней, а все-таки просто познакомить, потому что такая книга есть. Потому что, как в любой хорошей книге, там есть масса смыслов, и каждый человек находит свой смысл, который ему близок, ясен и понятен. Тем более она как раз тут из нескольких частей, эта книга. Вот, Борис Савич нашел. Да, это русская версия этой книжки. Ну что, Борис Савич, о какой части будем сегодня говорить? С какой главы начнем? Да, давайте с какой главы. В общем-то говоря, Хайек, он такой автор, что там даже одну и ту же главу можно с разных позиций прочитать. Поэтому я даже не хронологически постараюсь, а немножко с другой стороны подойти к этому вопросу. Ну и хочу наших слушателей предупредить, что чего-то такого актуального особенно мы говорить не будем сегодня, я во всяком случае. Тут говорящих голов, которые все знают про Трампа, про Путина, про Зеленского, и без нас хватает. Вот. А мы поговорим о вещах принципиальных. Продолжим рассуждение о том, как вообще в мире все происходит, а происходит оно вовсе не потому, что какие-то правители, умные или не очень, что-то задумали. То есть, еще раз процитируем Виктора Степановича Черномырдина: хотели как лучше, а не получилось у вас ничего, если по-другому. То есть, как всегда, а всегда ничего. Так вот, еще раз я хочу вернуться к той мысли, о которой я говорил уже в прошлый раз, потому что многие столетия, может быть, даже тысячелетия у великих правителей и у их советников, разного рода мудрецов, не возникало даже мысли о том, что этот мир надо как-то переустроить согласно их рациональным идеям. Вот не было таких мыслей. И вот наступил 17 век. И вот тогда возникли, как выражают этих авторов, всесторонне обоснованные научные идеи, ну как же иначе, которые бросили вызов устаревшим представлениям о собственности и семье, а также традиционным ценностям, к которым относилась в частности и религия. Могу тут у нас с разных мест люди напомнить им Маяковского. Он написал такое в 18-18, видимо, году замечательное четверостишье. Страшно оно Ленину понравилось.
Тот просто был в восторге и прыгал. Довольно жить по законам, данным Адамом и Евой, клячу истории загоним, левой, левой, левой. Вот. Ну вот сейчас модно стало всех леваков ругать, а я тут хочу немножко леваков не то что защитить, а как бы попытаться вникнуть, ну, вслед за Хайеком, естественно. Откуда же к левакам такие поразительные идеи в голову-то приходили? Вот люди себе жили, никто не сомневался, в общем-то говоря, в том, что существует собственность. Ну, не очень могли сформулировать что-то, там всякие были разные мыслители, теологи и так далее. Аристотель там был, Фома Аквинский и прочее. Но как-то никто не сомневался. Все понимали, что это существует. Вот. А кто начинал сомневаться, и к тем относились как к еретикам. Вот, ну, Святая Инквизиция, это же не Путин, они не так много убили, они за все время своего существования, понимаете ли, людей пустили на костер меньше, чем после одной бомбардировки, допустим, Харькова. Да, так что, но следствие они проводили серьезное и пытали у этих ребят разобраться, что это им как бы непонятно. Вот. Но в авангарде этих идей против семьи и частной собственности, ну, выступали, понятно, люди, которые объявили себя социалистом. Ну, хотя бы Энгельса вспомнить с его гениальной книгой «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Да? То есть он решил, как социализм свой проводить. Ему нужно было по основам нанести удар. Вот он туда и бил. Частная собственность, в ней вся причина. Вот из-за частной собственности семья. Не будет частной собственности, семья не нужна. И вообще ценности никакие не нужны. Адам и Еву мы не признаем, мы все будем как бы по-другому. Вот Хайек, теперь к Хайеку переходим к его книге. Он выделяет две группы людей, которые стали вызовом главным ценностям и институтам расширенного порядка, который, как мы помним, формировался эволюционно, и люди его стали называть капитализмом, хотя, как Хайек говорил, что это, в общем-то говоря, не очень правильное название. Мизес считал, что это очень правильное название, потому что суть вот того порядка, который возник, это именно накопление капитала. Ибо благодаря накоплению капитала растет производительность труда и растет богатство людей. Кстати, вот эти марксистские термины общественно-экономическая формация, строй и так далее, они довольно странноватые, такие с виду наукообразные. А Хайек говорил, расширенный порядок. Вот правила такие возникли. Возникли они спонтанно. Ну а теперь я хотел бы привести цитаты. Я вообще постараюсь сегодня больше приводить цитат. Кто-то, может быть, прочитает, но уже прочитает, услышав. Это будет очень хорошо. Так вот, носителями этих идей, плоды которых мы сейчас пожинаем и никак ничего с ними не можем сделать, были французские мыслители 17-18 века. И вот первая группа, вот там и животное, как я понимаю, утверждает правильность наших мыслей. Так вот, Хайек пишет. Первая из них группа связана с возросшим благодаря развитию современной науки и влиянием той особой формы рационализма, которую я, Хайек, называю конструктивизмом или вслед за французами сциентизмом. В течение нескольких последующих столетий она практически полностью овладела умами ученых, рассуждающих о разуме и его роли в жизни человека. Эта форма рационализма служила исходной точкой исследований, которые я проводил в течение последних 60 лет. В них я пытался показать, что подобные рассуждения крайне легковесны и основаны на ложной теории науки и рациональности, в которой разумом злоупотребляют и которая, что наиболее важно, неизменно приводит к ошибочному толкованию природы человеческих институтов и причин их возникновения. Это толкование позволяет моралистам, начиная с речей во имя разума и высших ценностей цивилизации, а под конец осыпать лестью неудачников и поощрять людей к удовлетворению самых примитивных желаний. Это форма рационализма, идущая от Рене Декарта. Вот мы как бы нашли, кто же там главный. Не только отвергает традиции, но и утверждает, будто чистый разум может напрямую, без каких-либо посредников, служить нашим желаниям и, кроме того, построить новый мир, новую мораль, новое право, даже новый и благородный язык, исключительно из себя самого.
Хотя эта теория просто-напросто ошибочна, она до сих пор владеет умами большинства ученых, а также писателей, художников, интеллектуалов. Извините за длинную цитату, дорогие друзья, но вот Хайек, он выражается достаточно подробно, он как бы не поэт и не может так вот четверостишьем сказать, но зато, по-моему, понятно. То есть ведь социалисты, они не сами по себе, ведь кто-то вот это вот все им вложил. Вот эти вот люди, которые добились определенных успехов в исследовании неживой природы, они возомнили себя настолько могучими, что, оказывается, все могут в мире переделывать. Поэтому вот это первая группа. А теперь вторая группа. Вот этих вот борцунов. Вторая. Сейчас тоже мы услышим интересное имя и поймем, что... Наверное, напрасно мы так уж все на Маркса пытаемся повесить. Не он там был как бы закоперщиком этого дела. Итак, вторая, связанная с предыдущей идеей, из тех, что бросили вызов теории расширенного порядка, появилась в работах Жана-Жака Руссо, и благодаря ему стала довольно влиятельной. Под их влиянием люди забыли о том, что свобода, как политический институт, возникла не от стремления к свободе. Свобода возникла не от стремления к свободе, в смысле освобождения от ограничений, а от желания иметь какую-то защищенную форму частной жизни. Руссо заставлял людей забыть, что правила поведения есть обязательные ограничения, и что они порождают порядок, а эти правила, ограничивая средства достижения цели, значительно расширяют выбор самих целей, и каждый может добиться успеха, преследуя их. То есть, вот, может быть, сложновато это все звучит для тех, кто не привык читать Хайека. Но Хайек говорит о том, что когда людям стали говорить, что свобода, свобода, то что это такое, возник вопрос. Помним мы либертарианские постулаты, как-нибудь мы поговорим, я надеюсь, все-таки в недалеком будущем о полемике между Ротбардом и Хайеком, вот, и Исайя Берлин там, в общем, интереснейшие как бы подходы с разных сторон, но важно это в чем состоит. Второй принцип, его называют постулатом, но мне кажется, что это принцип, потому что он выводится совершенно понятен, он виден в жизни. После самопринадлежности это запрет на агрессивное насилие. То есть определенное ограничение. Ограничение это формируется путем, эволюционным путем, и там множество правил. Вот. Есть главное, а есть множество правил. Итак, Хайек подчеркивает, что серьезные мыслители давно, еще до 20 века, бунтовали против собственности и традиционной морали, и последователи Декарта и Руссо этот бунт продолжили и до сих пор не успокоились. Поэтому величайшая заслуга Хайека состоит в том, что он, это уже мое оценочное суждение, что он не просто критиковал социализм и показывал его как дорога к рабству. Это как бы такой подход более логический. А он попытался встать на пути умных людей, которые ведут человека дорогой рабства. Вот что интересно. Люди действительно умные, люди действительно гениальные. Но куда они ведут? А вот ведут они прямо к рабству. И вот это его замечательное открытие, можно сказать. Еще цитата, тоже, извините, будет длинная. Она из такого разделчика «Наши интеллектуалы и их традиции разумного социализма». Хайек пишет. Моя точка зрения на морали, традиции, экономику и рыночные отношения, а также на эволюцию, явно противоречит многим весьма влиятельным идеям. Не только старому социал-дарвинизму, о котором, он говорил об этом, мы сейчас повторять это не будем, но и взглядом от Платона и Аристотеля, Руссо и основоположников социализма, Сен-Симона, Карла Маркса и большого числа других мыслителей. Действительно, мой основной аргумент состоит в том, что моральные нормы, особенно касающиеся институтов собственности, свободы и справедливости, являются не порождением человеческого разума, а той производной, что дала им культурная эволюция. Это противоречит основной массе интеллектуальных воззрений XX века,
В самом деле, влияние рационализма оказалось настолько глубоким и широко распространенным, что можно сказать, чем умнее образованный человек, тем с большей вероятностью он или она согласится со взглядами не только рационалистов, но и социалистов. И неважно, насколько последовательно человек придерживается какой-то доктрины, чтобы ему можно было приклеить ярлык, в том числе ярлык социалиста. Чем выше мы поднимаемся по лестнице интеллекта, тем теснее общаемся с интеллектуалами, тем больше вероятность обнаружить социалистические убеждения. Рационалисты по большей части умны и образованы, а умные и образованные люди по большей части социалисты. Ну вот вам ответ на вопрос. Это что у вас так, либертарианцев и прочих сторонников? Ну, мы называемся сторонниками свободы, иногда не расшифровывая, что под это мы говорим, так мало. А куда ж может быть много, когда он умные все? А умные, они мыслят логически, а логически у них получается, что они могут весь мир переустроить. Еще цитата. Хотя мои доводы направлены против социализма, я не больший консерватор Тори, но он тут называет одного как бы известного консерватора, не буду его называть. Мой консерватизм заключается в идее, мораль в определенных границах. Я сторонник экспериментов и гораздо большей свободы, чем обычно допускают консервативные правительства. Когда я возражаю интеллектуалам-рационалистам, подобно тем, о которых буду говорить, то возражаю не против экспериментов. Скорее, рационалисты слишком мало экспериментируют, а то, что считают экспериментированием, на самом деле чаще всего оказывается банальностью. То есть Хайек не тот человек, который говорит, что ничего не надо менять, все само собой произойдет. Он говорит, надо экспериментировать. Надо экспериментировать. Но когда мы проводим, то мы должны понимать, что это эксперимент. А социалисты разве эксперимент проводили? Они всех собирались заставить жить по правилам. А их учителя, великие ученые, они для этого создали им базу. Вот об этой базе мы сейчас тоже еще поговорим. Еще цитата, извините, предупреждал. Что ж мне от себя говорить, когда есть такая книжка замечательная. Нас удивляет, что умные люди часто разделяют взгляды социалистов. Но первое удивление быстро проходит, когда понимаешь, что те же умные люди склонны переоценивать интеллект. Ну, простые люди, вот как бы мудрые и в быту, и в городах, и в селах, они говорят, вот умный, а дурак. Ну, умный он, ну дурак же. Им свойственно полагать, что всеми преимуществами и возможностями цивилизации мы обязаны сознательному замыслу, а не следованию традиционным правилам. Они уверены, что с помощью разума можно устранить все нежелательное путем еще более глубокого размышления, еще более целесообразных замыслов и рациональной координации наших действий. Поэтому люди одобряют идеи централизованного планирования и контроля экономики, которые лежат в основе социализма. Вот как бы, если его книга «Дорога к рабству», она практически, более половины посвящена критике вот этой идеи централизованного планирования. Но как людям объяснить, что эта идея глупая, когда он говорит, а я самый умный, ну что ж, я ж умнее их всех, что они там могут, там эти люди. Вот я сейчас как запланирую, я что знаю, как надо. А они кто такие? Ничего не знают. И вот сколько мы с вами с такими людьми говорили. Я их помню из молодости своей, и сейчас приходится тоже их видеть. То есть на нашу аргументацию спонтанных порядков и на то, что они издевательски говорят, рыночек все порешает, да, так вы считаете, да? Мы так не считаем, рынок не субъект, он ничего не решает. Мы говорим, что создаются порядки, люди этих порядков придерживаются, и получается у них гораздо лучше, чем ваши рациональные действия. Еще цитата. Предпочтение отдается не столько плодам разума, сколько общепринятой традиции разумности. Она заставляет интеллектуалов не признавать теоретические границы разума, пренебрегать историческими и научными данными, оставаясь невеждами в науках биологических, науках о человеке, таких как экономика, и проповедовать ложные представления о происхождении и функциях традиционных моральных правил. Как и другие традиции, традиция разумности является приобретенной, а не врожденной.
она тоже лежит между инстинктом и разумом, и теперь необходимо тщательно исследовать вопрос, разумна ли истина, ли традиция, превозносящая истину и разум. О, лихо загнул. Очень лихо загнул. То есть, как бы вот начиная с 17-18 века, вот культ интеллекта, культ разумности у нас возник, да? То есть, вот они умные, ну, это сейчас мы слышим, вот где бы нам набрать вот таких вот умных людей? Они сейчас все у нас как переустроят, но кто-то переустраивать собирается как социалист, другой собирается перестраивать, я знаю, как агорист. Вот умный придет, все сейчас как поотменяет, он же знает, как отменить, думает, если он сейчас это отменит, так оно само отменится. Вот оно не так. Вот поэтому я бы тут сказал так, что поражает просто научная и даже гражданская смелость Хайека. То есть он фактически один. Ну, конечно, у него немало сторонников среди австрийцев, но вот именно он как бы лидер и очень четко, смело вот выступает против этого. Он пошел против высоких интеллектуалов, подвергая сомнению все традиции, требования рационального логического объяснения. Сколько я это слышал, начиная с молодости. Да то, что тут вы говорите, это нерационально. Вот давайте рассуждать рационально, давайте рассуждать логически. Ну, давайте. То есть считали, что раз вы логически не рассуждаете, вы прогресс тормозите. А что такое прогресс? Это они себе такого, ну, Бог даже это слишком сказано, это божок у них такой, истукан такой, которому они молятся. Вот должен быть прогресс. Вот это и есть пагубная самонадеянность. Вот, у людей, которые часто желают людям добра. То есть они, в общем-то, хорошие люди. Они хотят, чтобы было действительно лучше и богаче, и все. Но вот переоценивают. И эта идея их ведет куда? В джунгли этатизма она их идет. В социальную инженерию их ведет она. Вот поэтому все эти ученые, философы, как и остальные, они далеки от понимания роли того, что Хайек называл традициями. И боролись они с традициями. Вот по заветам Маяковского, от которых просто Ленин прыгал. Конечно, говорит, надо все вот это отменить, а сейчас мы левой как шагнемся, как ступанем, ну вот, хорошо. Вот, и давайте вот посмотрим, как вот на нашу любимую Украину, кто у нас сегодня герои. Чьи портреты мы видим на деньгах? Ну, Грушевского, да, социалист на всю голову, фактически коммунист, который тоже собирался, ну, Винниченко на купюру не поставили, но это был еще покруче. Вообще друг товарища Сталина и так далее. Петлюра, натуральный социалист, абсолютный социалист. Но если не они, так как бы как альтернатива и монарха-коммунист Махно. Лично мне все эти люди симпатичны, кстати, как люди они мне крайне симпатичны. Вот вся эта троица. Но они же собирались мир поменять. И к чему привели? К страшной катастрофе привели. Конечно, как бы там у них были оппоненты жесточайшие, вот, в виде, с одной стороны, Деникина, а с другой стороны, товарища Ленина и прочих. То есть, а вот аристократа, консерватора, который хотел, чтобы все шло потихоньку, Скоропадского, у нас что-то вот и не видно. У нас как бы памятники вот сейчас одни сметают, другим ставят. А где памятник Скоропадского? Где Василенко? Где Гальперину? Те люди, которые действительно понимали, что как надо действовать, учитывая традиции. Слово «народ» мне не нравится, я имею в виду людей, которые живут, потому что безграмотные, ну, как неграмотные, неписьменные селяне в Украине, они себя народом не ощущали. Не надо тут сказки рассказывать, что они там мечтали про незалежность и так далее. О другом они думали, землю они хотели помещичью забрать. И чтобы их не трогал и кто-то жил. Так вот это надо было понимать. Вот. Скоропадский понимал, ну, коммунистам он не нравился со всех сторон, поэтому как получилось. Так, теперь еще цитата, чтобы не все от меня было. Я не сомневаюсь, но это не я, Хайек, что кто-то из этих великих мыслителей, ну, он говорит об ученых, философах и так далее, действительно старался понять суть расширенного порядка человеческого сотрудничества. Хотя бы для того, чтобы в итоге стать, пусть непреднамеренно, решительным противником этого порядка.
Менять обязательно ПДА, обязательно революцию. Те, кто более всего причастен к распространению подобных идей, то есть истинные представители конструктивистского рационализма и социализма, не являются выдающимися учеными. Это так называемые интеллектуалы, профессиональные торговцы подержанными идеями. Так весьма нелюбезно я отозвался о них в другой своей работе. Это преподаватели, журналисты и представители СМИ, которые, напитавшись слухами в коридорах науки, вдруг начинают величать себя носителями современной мысли, знания, нравственности, превосходящими тех, кто уважает традиционные ценности. Они считают своим долгом распространять новые идеи и высмеивать все общепринятое, чтобы их поддержанный товар казался новым. По-моему, замечательно. Вот. Для таких людей главной ценностью является не истина, а новизна. Ну, вот и я в свое время тоже диссертацию защищал. Что ж меня требовали? Где ваша научная новизна? Вот что вы такого вот придумали нового? То, что вы там описываете, все, проработали литературу много раз, это все, говорит, это не наука. Наука, вот придумайте что-нибудь такое, пусть оно и глупое, но чтобы его не было никогда. Новизна должна быть. Вот. А истина, зачем нам истина? Хайек, как видим, не щадит выдающихся ученых, которые благодаря своему сциентизму или научному конструктивизму, по-другому сказать, ну, сциентизм французское слово, да, Хайек его и ввел в оборот, который австрийцы, в общем-то, многие его часто употребляют и правильно делают, научный конструктивизм, можно сказать, приходит к идее научного, а по сути дела социалистического управления обществом и отрицают естественное развитие морали, права и других общественных институтов. Ну, прежде всего, собственности рынка, ну и семьи туда же. Поэтому мы там сплошь рядом реформаторы. И даже великий Эйнштейн, решивший, что может высказывать не только естественно-научные, но и технические идеи, писал, это я цитирую по книге Хайека: на смену производства ради прибыли капиталистического порядка должно прийти производство ради пользы. Это Эйнштейн. Ну, а всем, кто нас слушает, которые я часто слышу, что, мол, вы капиталист, осуществляет свою деятельность ради прибыли. Ребята, вы вот, кто так считает, вы мне расскажите, пожалуйста, как вы эту прибыль рассчитаете? Какой-то показатель экономический. И вот как его считает капиталист? И как бы вы посчитали? Действительно ли капиталист ведет ради прибыли? Это первый вопрос, который я хочу задать. А потом, когда вы говорите ради пользы, то что значит польза? Ну, простой такой, не сильно образованный капиталист, он знает принцип: живи и жить давай другим. Поэтому он может где-то пойти на уменьшение своей прибыли для того, чтобы создать лучшие условия своим работникам, потому что он понимает, что если он этих условий им не создаст, то они, и дело не только, кстати говоря, в рыночных условиях, может, они и перейти-то некуда, иногда говорят, а если он монополист, а если людям уволиться некуда, надо им гарантированную зарплату дать. Если он капиталист, то он никогда не будет создавать им плохие условия. А вот если социалист, он введет им такие нормы, что они не выживут. Так что, ох уж это прибыль. Поэтому капитализм не надо называть прибылизмом. Задача капиталиста – это накопление капитала, если так сказать. Вот тут Маркс был прав, но поскольку он сам был экономист, мягко говоря, средний, Прудона не доучился, поэтому у него, конечно, с понятием прибыль очень серьезная проблема. Он прибавочную стоимость придумал, там прочие всякие, так сказать, вещи, которые не определить, не как-то объяснить невозможно. Вот поэтому, еще раз, а что значит производство ради пользы? Ну, понятно, для ученых какая польза? Ну, вот Эйнштейн выдающий ученый, гений, он все время привык жить за счет того, что его финансировали государство, да? И я сейчас это слышу. А фундаментальная наука за счет чего будет жить? Государство же должно им денег давать как можно больше. Вот они считают, что польза это будет тогда, когда им будут давать много денег. Вот. Вот биографы Эйнштейна, пишет Хайек, отмечали, что он считал очевидным, что человеческий разум способен найти метод распределения такой же эффективный, как метод производства.
Говорит, мы сможем, мы же, вот, это же идея Эйнштейна была создание ядерного и термоядерного оружия. И основные подходы технологические, это же он предложил. Ну, потом там огромный коллектив работал, ученых и инженеров, это все оказалось гораздо сложнее, но были его идеи. Так вот, он вполне считал, что мы так можем, то есть производство, а потом кто-то этот продукт будет распределять. И распределять его будут вот рационально. Так что, дорогие друзья, социалисты, они заблуждались не сами по себе. Вот в чем дело. Поэтому давайте мы их пожалеем. Так что вот уж действительно горе от ума. Как сказал один российский очень неплохой писатель, и совсем не имперец, кстати говоря, кто тут как бы не любит этих людей. Вот это и есть пагубная самонадеянность, переоценка возможностей разума. Общество должно быть организовано научно, а править им должны технократы. Вот к чему потом приходят вот эти идеи. Вот уж действительно не найдем мы социалиста более страшного и более ужасного, чем сциентист. Пожалуй, они и хуже, чем социалисты вот эти вот. Потому я много встречался с социалистами практическими, когда они, в общем-то говоря, занимают какое-то положение, у них немножко социализм начинает улетучиваться, потому что на самом деле они не ученые. И на самом деле они, в общем-то говоря, в эти свои идеи конструктивистские тоже не верят. А вот когда ученый приходит к власти, он в это свято верит. Вот Хайек проанализировал 4 основных концепции сциентизма и конструктивизма, которые считал выражением научного духа времени. Вот сейчас я вам их приведу. Вы убедитесь, что это так. Научный дух времени. Ученые, они у нас на первом месте. Что? Рационализм, то есть все должно быть объяснено логически. Эмпиризм, то есть это все, что надо проверить обязательно, как бы вот жизни, опыта им не хватает. Позитивизм. Ну, понятно, что это такое, значит, мы придумаем все, что можно. И утилитаризм, то есть этого должна быть польза. Это не тот утилитаризм, который Мизесу приписывает, но, кстати, не очень-то любил этот термин, насколько я понимаю. Вот, это просто как противовес его, Мизес не очень любил концепцию естественного права. Поэтому его как бы утилитаристы записывают. Но тут речь идет, так сказать, о другом утилитаризме. То есть польза должна быть какая-то. Какая польза? Вот в рынке все происходит спонтанным путем. Там у нас есть, если в него не вмешиваются, оценки количественные, кто какую пользу приносит. Называются цены. Причем в каждой конкретной сделке цены могут быть разные. Это не откуда-то сверху. Какая-то рыночная цена. Сегодня она одна, завтра другая. С одним у меня одна цена, с другим у меня другая цена. Это рыночный феномен. Это каждый раз она будет разная. Это происходит путем переговоров каждого. То есть эти концепции сформировали мнение, которое сегодня является фактически верованием. То есть это религия такая, где богом башком у нас является интеллект или наука, или что еще там хотите. Так, что я тут еще написал? Ага, значит, верование, что доверие заслуживает только то, что поддается рациональному объяснению, что можно проверить путем эксперимента, либо проверить на опыте, что можно осмотреть, изучить, и что нужно добиваться только того, что доставляет человеку удовольствие. То есть они в основном как пользу приносят. А вот мне это нравится, значит, вот давайте это будем делать. Хотя любой нормальный бизнесмен понимает, что себя надо ограничить и сделать что-то хорошее другим. Тогда и тебе будет польза, а не так. Тут все понятно, поэтому, когда обвиняют в излишнем эгоизме и о том, что на прибыль молятся бизнесмены, ну, не знаю, я как бы... Я, конечно, встречал людей, которые это говорят, но те, которые так реально в бизнесе поступают, ну, мне лично не доводилось их увидеть. Ну, только у Карла Маркса они описаны. Иногда все это формулируют проще. Неразумно следовать тому, что нельзя научно обосновать или подтвердить путем наблюдения. Следовать тому, чему ты не понимаешь, ни в коем случае нельзя. Вот подумаешь, сложилось вот у вас такие правила, а ты объясни, почему так. А вот я не согласен. Мне вот это не нравится.
следовать определенному типу поведения, если его цель нельзя определить заранее. Это, кстати говоря, тоже взгляды Эйнштейна, и Рассела, и Кейнса. Мы заранее должны себе определить цель, и должно именно получиться так, вот, как мы себе определили. Это не значит, что не должно быть планирования своей жизни, не значит, что должна быть цель. Вот. Но эти вещи нельзя абсолютизировать, и иногда действия происходят, когда вы побеседуйте с обычными бизнесменами, скажите, ну вот какая твоя цель, да, вот скажи ты мне, вот цель твоя какая, вот покажи целевую функцию, вот так вот, как учат тебя экономисты сегодня классической школы, где ограничения, где целевая функция, где максимизация прибыли, да нет у него ничего подобного. Ну и четвертое отсюда вытекает, и не надо делать то, что если последствия мы не можем заранее определить, или эти последствия нам же будут потом невыгодны. Что значит вам выгодно? Это опять исходя из твоих каких-то целей. Надо жить. Цель жизни – это жизнь. И надо действовать, исходя из того порядка, который сложился. Вот отсюда и вытекает неприятие моральных традиций, сложившихся путем эволюции, являющейся частью культуры европейской и не только европейской. Вот эту европейскую культуру ее насилуют последние, ну я не знаю, сколько там сказать, лет 100, ну может чуть меньше. Ее вся насилуют. Кто? Вот рационалисты, социалисты. Говорят, у вас вот неправильно. Вот я не знаю, как вот вы, Дмитрий, это помните или нет, но где-то в начале 60-х в Советском Союзе была такая вот как бы конфликт такой между физиками и лириками. Да, то есть в физике у них очень все хорошо получалось, ну так, как они думали, ну, правда, ворованная была американская, но, тем не менее, самолеты летали, в космос запускали, бомбы взрывались, и он говорит, все, нам никакие лирики не нужны, ни писатели нам, ни поэты нам вообще не нужны, философы нам тем более не нужны, мы вот ракеты запускаем, и мы теперь будем строить социализм. Очень поддерживалось, кстати говоря, партийными органами. Но, правда, потом немножко от этого дела отошли, потому что надо же людей как-то убеждать пропагандой. И у нас появился великий писатель, лауреат Ленинской премии, товарищ Брежнев, который целых 3 книги написал. Вот. Итак, Хайек указывает, я уже подхожу к концу, может, затянулся мой спич несколько, указывает на 2 вопиющих ошибки этих рассуждений. Первое. Ни одна из этих идей не допускает даже возможности, что знание имеет пределы, а разум может обсуждаться, заблуждаться. Вот. Даже вот мы цитировали Грибоедова, да, который свое горе от ума дает. Он так и говорит, люди-то обмануться могут. Ну нет, Эйнштейн не ошибается. Второе. Непонимание того, как на самом деле возникают расширенные порядки, как они функционируют и каковы последствия их разрушения в результате вмешательства в естественную эволюцию великих мыслителей. Ну, мы в Советском Союзе насмотрелись этих великих мыслителей, начиная с Мичурина, академика Трофима Лысенко, да, потом кто-то там был, животных скрещивал, помню, был такой, не путать с ракетой, Фазиль Искандер, у него смешная такая повесть была, водопойка Златура называется, да, козу и туру скрестили, да, и вот пытались вывести каких-то живых. Вот так вот они живут, эти рационалисты, понимаете? Что в результате получается? А вот получается то, что получилось. Голод, разрушение, трагедия. Вот, так что на сегодня, наверное, как бы хватит этих рассуждений. Думаю, надо будет еще продолжить. А вывод главный, я хотел бы, чтобы мы такой вот вынесли, что культ ученых в сфере вот естественных наук, он до сих пор велик. Это такое вот верование, что вот раз они там добились таких успехов, они теперь могут и жизнь нашу переустроивать. И то, что как вот это складывалось веками, это все неправильно складывалось. Поэтому довольно жить по законам данным Адамом и Евой. Да? Вот в результате, что получается, мы видим. Поэтому можно только цитатой из Жванецкого закончить. Тщательнее надо, ребята. Тщательнее изучите, как это было. Не такие дураки там вокруг были. А, кстати говоря, умные
иногда еще большие дураки. Ну вот, если позволите, этой части я закончу. Там еще есть о чем говорить у Хайека. Ну просто я уже думаю, и так утомил слушателей. Вот, может, кто-то там как-то отреагировал на мои цитаты и рассуждения. Ну, я думаю, что мы в следующий раз продолжим еще. Ну, книжка, Продолжим. она не очень толстая, но там каждая глава, можно ее копать и копать на самом деле. Да, конечно. Но, кстати, по поводу капиталистов, у нас на канале есть вот последнее интервью с Поперечняком, мы разговаривали, и он там объясняет, почему новая почта именно так поступает со своими сотрудниками. Ну, то есть они их вывозят из опасных территорий, дают работу, дают жилье. И вот посмотрите интервью, он очень четко объясняет, как устроен капитализм. Совершенно правильно. Ну, Поперечнюк, он образованный человек, либертарианец, кроме как бы и вообще образованный человек. Но и поэтому он хорошо формулирует. Но многие так поступают. А у него успешный проект, потому что он думает о тех людях, думает о поставщиках, думает о своих партнерах деловых, думает о клиентах, думает о работниках. Это правильно. Мы же это видим, на новую почту все ходят, как там оборудовано. Могло бы быть это сделано как Укрпочта. И тоже бы работало. Так ведь? Ну, вот видите как. Поэтому вот вам капиталист. Вот вам погоня за прибылью. Да, и там, но в погоне Поперечнюк говорит, что он делает все ради прибыли. Прибыль – это показатель экономический. Я опять хочу сказать, прибыль – это показатель. Кстати говоря, поговорите с бизнесменами, спросите, какая у вас была прибыль за предыдущий месяц. Я вам точно говорю, большинство не ответит. Они прибыль понимают только как объект налогообложения и требуют от бухгалтера ее минимизировать, спрятать и так далее. Это не так все как бы просто. Но, конечно, если хороший большой бизнес, там эту прибыль надо считать. Она считается определенным способом. Может быть, надо как-то людям рассказать. Кстати, она не равна денег. Предприятие может быть прибыльное, но может сидеть без денег. И наоборот. У него оно может быть полностью убыточное, да? А денег может быть полно. Как говорил Жванецкий, что вы воруете с убытков? Воруете с прибыли. С убытков тоже можно тянуть деньги. Вот. Нагнетать кредиторскую задолженность, а потом обанкротиться. Вот бизнес. И многие так и ведут. И считают в этом смысл своего бизнеса. Набрать заказов и сбежать. И прибыли нет, и не надо им прибыли. Ну, извините, опять же, это мы в конкретную экономику немножко заехали. Как-то-нибудь поговорим. Ну, можно торговать и бедностью. Ну, тоже такой бизнес есть. Да. Но это больше к государству относится на самом деле. В бизнесе так, ну, есть, наверное, но уже реже. Это на начальном накоплении капитала там были такие красавцы, которые, Конечно, были. которые Конечно, набирали были. заказов, исчезали, открывали новую фирму под другим именем, и пока их не ловили, проворачивать несколько раз. Ну, ребята, это жулики, бандиты, захватчики или как далее, что вы их в капиталисты и предприниматели записываете. Не надо записывать, так вы и Путина запишете, он же Трамп с ним дружит, да. Меня тут ругают, что я вроде как Трампа там как-то критикую, а за что мне его как бы хвалить? За то, что он с Путиным обнимается, что ли? Не могу, извините. Ну, там есть за что много. Ладно, Трамп это история вообще отдельная, это можно долго разговаривать. Отдельно. Но это просто, я говорю, что можно кого угодно записать совсем не в ту команду, за которую он играет. Да. Не так страшен Трамп, как трамписты на самом деле. Поэтому... Это да. Да. Там у нас свидетели Трампа. Свидетели святого Трампа, да. Еще те ребята. О, там пишут, что там кто-то даже Путина называет либертарианцем. Ну ладно. Кого только не называют либертарианцем. Он же придерживается консервативных ценностей против однополых браков. Ну, видите, какой хороший человек. Вот поэтому да, а как же, что ж его не называть? Поэтому давайте будем правильно подходить. Вдобавок он вот против был Байдена. Ну, раз он против Байдена, то, ну, опять как, надо смотреть на ситуацию вот так, как на нее смотрит Хайек. Давайте будем учиться, потому что лучше него, по-моему, вот общественную вот жизнь так глубоко никто не анализировал. Ну и других мы тоже не забываем, конечно, и о других поговорим.
Тут есть вопрос. Просят в 2 словах объяснить разницу между анархокоммунизмом и анархокапитализмом. Прям в 2 словах. Ну, пожалуйста, в 2 словах, пожалуйста. Анархокоммунизм, он не признает частной собственности. Анархокапитализм, наоборот, основан на частной собственности. То есть анархокоммунизм – это все общее и нет государства. Вот. А анархокапитализм – это у каждого свое, и им никакое государство не нужно. Вот это в 2 словах. Конечно, это, прямо скажем, примитивное объяснение. Ну, просили в 2, пожалуйста. Кто-то может по-другому объяснить, другие 2 слова найдет. Ну, вот я такие считаю. Можно в 2 словах объяснить то, что анархокапитализм за индивидуализм и за капитализм, а анархокоммунизм за коллективизм, за жизнь в общине. И там есть разные варианты. Есть вариант, когда там анархосиндикалисты ставят на рабочие общины, а анархо есть, которые коммунисты, они ориентируются на сельскую общину. Поэтому вот такие вот истории. Так, у нас что-то Борис Савич пропал, к сожалению. Что-то с ним произошло. Непонятно. Выпал Борис Савич. Но я думаю, мы сегодня можем заканчивать. В принципе. Если есть какие-то вопросы, ну, тут у нас наш зритель Тигра. Вот есть большая проблема в том, что вы не знаете ничего о либертарианстве. Я не знаю, как объяснять такие вещи. Ну, например, если вы пишете, что без оружия будете справляться с агрессором, то почему то либертарианство в первую очередь это отсутствие разрешения то есть, и запретов. То есть каждый человек имеет оружие, и, если он это желает. Поэтому тут при анархокапитализме на самом деле у агрессора шансов достаточно мало. Поэтому у вас представление об анархокапитализме достаточно странное. Извините, что так прямо. Поэтому смотрите больше наших видео. Я еще раз призываю, у нас есть целый раздел, который называется «Либертарианство за 5 минут». Там буквально маленькие-маленькие ролики, 5-минутные, которые могут вам все объяснить. Сейчас, секунду, как раз Борис Савич. Да. Хорошо. Сейчас. К нам возвращается Борис Савич. Сейчас, секунду, если у него получится. О, вернулся к Вот нам я Борис. и вас вижу. Да, все, мы вернулись. Я вижу, да. Все. Там, правда, не очень Вернулся. хорошее Ну, качество. как бы бывает такое напряжение. Да, правда, теперь не Нет, очень я хороший как раз интернет. себя вижу хорошо, наверное, ну, может быть, потому что это, у нас это происходит к вечеру, напряжение скачет, и барьер его обычно отключает. Это даже не за качество напряжения, бывает. Но зато основное успели рассказать, Да, а тут уже самое если главное мы рассказали. в порядке Поэтому, да. обсуждения, Ну, полемики, можно еще что-то ответить. да, еще есть вопрос. Сейчас, тут был вопрос. По ходу обсуждения был вопрос. Что двигает этими умными людьми, которые ведут народ к рабству? Такой философский вопрос. А вот ум их и двигает. То есть пагубная самонадеянность, гениальное название книги. Ну, гениальное. Вот они уверены, что раз они умные, значит, они всех могут за собой вести. Вот, я в первом видео там цитировал Шекспира, да. Вот,
Слепцов ведут безумцы. То есть они думают, что они умные, они безумцы на самом-то деле. То есть они знают какой-то один вопрос и считают, что теперь вокруг они могут тоже все менять, да. То есть, ну, вот такая вещь. Поэтому, дорогие друзья, очень хорошо, что вы задаете такие вопросы, потому что один из наиболее страшных как бы последствий вот этой вот чумы последних 200 лет состоит в том, что по-прежнему верят, что есть кто-то, кто знает, сейчас вот возьмет мир и переделает. Это не значит, что мы не должны заниматься философскими концепциями, что их изучать то, что происходит. Это об этом и Хайек говорил. Конечно, нужно экспериментировать, конечно, нужно действовать, нужно образцы, но не должно быть самонадеянности. Мы не знаем, как произойдет все это. Мы выдвигаем определенные идеи, очень хорошо. Вот, а когда мы начинаем их реализовывать, то хотя бы давайте действовать осторожнее, а не как известное животное в посудной лавке. Все перебьют, ничего не добьются, и все. Но он знает, он умнее всех. Поэтому вот это, людям эти пагубная самонадеянность, гордыня, если хотите, как-то по-другому назовите, пыха по-украински еще лучше. Вони дуже пихаті, эти люди. Мы их встречаем на каждом шагу. Ну, гордыня есть грех, один из 10 грехов. Поэтому Ну да, да, 7, да, да, смертных так и грехов. Поэтому правильно, так и говорят, да, потому что если ты считаешь, что ты сильно здорово разбираешься, то в прежние времена таких людей останавливали разными способами, а сейчас они сами у власти. Ну, что я могу сделать? Вот они построили. Да, технический прогресс очень велик, это мы видим. Да, вот там и работаете. Зачем же лезть в те вопросы, в которых вы, извините меня, дупля не отбиваете, да? Или понятия зеленого у вас нет. Так, ну, они считают, что они могут. Ну, вот потому так и получается, что Хайек Нобелевский лауреат был, но не за эти идеи. За эти идеи мы Нобелевку не присуждали. И как бы хоть его все вспоминают, он известный ученый, но сказать, что вот об этом рассказывают студентам или где-то там еще, и где, кроме как вот на наших каналах, вы вообще можете что-то на эту тему узнать. Ну, книги издают, пожалуйста, читайте. Но книги надо о них говорить, надо о них обсуждать, конечно. Кто-то тут увидит еще что-то, еще лучше, чем я, наверное. Будем да, рады. да, Читайте Хайека, читайте, и русский читайте перевод, Ротбарда. да, и русский перевод, кстати, «Дороги к рабству», по-моему, в 90-м году вышел, еще даже Советский Союз не распался. Это был Да, такой, да. был просто, для меня был, конечно, такой, открытие замечательное в свое время. Конечно, да. Да. Спрашивают, а вот за что Борис Савич может критиковать Хайека, а не только его? Ну, дорогие друзья, вы знаете, я уже вот как бы в своем возрасте стараюсь вообще никого не критиковать. Поэтому я его как бы не критикую. Другое дело, что я хочу сказать, что вот есть, допустим, концепция, лучше речь это полемики Ротбарда и Хайека. Вот Ротбард, он такой вообще был горячий деятель. Он не стеснялся наезжать и на своего учителя, извините за такое слово Митиса, и на Хайека. У него даже там есть в этом его книге «Этика свободы», там трагическая ошибка Хайека, по-моему, он так называется. Мы об этом поговорим, но у Ротбарда была концепция естественного права, Хайек к ней относился как бы достаточно скептически, он больше сходил из эволюционного подхода. Поэтому давайте лучше, чем я буду какие-то тут свои мнения высказывать, я постараюсь подготовить вот какую-то такую беседу на тему вот этой вот полемики вот этого треугольника нашего, который все видят. Сейчас я думаю, да, вот этих выдающихся людей. Вот, и между ними полемика была очень серьезная. Все они трое по многим вопросам были друг с другом не согласны. Ну и что тут? Вот это опять, понимаете, сциенцизм, когда вот, как вот математики считают, вот я доказательство сделал, вот и все, значит, я вот прав, кто тут вот со мной спорит. Единственное, не может быть так в таких сложных вопросах, как общественные. Обязательно будут разные взгляды, поэтому ничего удивительного. Это была полемика единомышленников. И все они трое как бы думали в одном направлении, а спорили между собой. Ну, так, понятно. Друзья всегда спорят, а что тогда им встречаться между собой? Спрашивается, о чем-то тогда разговаривать. Вот.
Вот они и спорили, правильно делали, и мы на этом споре можем многому научиться. К сожалению, мы вот такого уровня пока нету у нас, и их последователи, конечно, тоже очень серьезные ученые, но вот такого уровня, конечно, они не достигли, хотя мы о Десота говорили, мы о Хоппе говорили. Вот. Ну, поэтому нам еще это наследие надо изучать. Будем надеяться, что кто-то вот из наших слушателей тоже заинтересуется и будет вот, дальше развивать эти идеи. Поэтому правильно, возможно, и какие-то ошибки будут у каждого. Ничего страшного нет, что кто-то с кем-то спорит. То есть я бы сказал, это полемика или спор рассмотрения аргументов. Я очень не люблю то, что называется батл, когда начинают люди доказывать, кто тут умнее кого. Именно вот из-за подхода чисто сcienцистского. Не в этом дело. Человек высказывает свои позиции, пожалуйста, высказывает свои аргументы. Понятно, что ни Хайек никто не предполагал на истину. Хайек наоборот говорил, что пагубная самонадеянность. Он говорит, я вижу, как произошло, наука описательная. Вот смотрите, что происходит. Вот я вижу это так, вы видите по-другому. Ну, хорошо, видите по-другому. Но жизнь показывает, что все-таки все попытки переустроить мир на базе вот этих вот великих идей привели только к великим трагедиям. Количество трагедий жизненных, которые мы думали в 20 веке, 21 век тоже себя показал. Оказалось гораздо больше, чем это было раньше. А началось все, ну вот, мы видим Декарт, Руссо, и потом на их основе там у нас появилась целая плеяда социалистов, и Оуэн там, и Сен-Симон, но про Маркса с Энгельсом и говорить нечего. Вот, и к чему это все привело. Ну вот, извините, не буду дальше рассуждать, и так понятно все, я надеюсь. Ну, желание изменить человека и человечество, это, мне кажется, давняя история, и разными методами ее постоянно пытаются продвинуть. Потому что кажется, что можно поменять человека. Помните, в советские времена что же воспитывали новую общность, советский народ и советского Еще человека? Ну так это ж коммуняки, что же от них можно было есть. Они же большие ученые, они научно управляли. Научный метод был управления. Рынок это же стихия, так меня учили в свое время, что они там понимают. А вот мы на научной основе все делаем. У нас линейное программирование, понимаете ли, да, ЭВМ. Мы сейчас как все посчитаем, и цены посчитать можно, да. Ну, пожалуйста, это система линейного программирования давала возможность определить денежные оценки. Вот это, говорит, правильные цены. Потом, метод академика Новожилова был. Интересно об этом всем поговорить. Оно все уже сегодня история. Но разные были попытки обмануть расширенный порядок, который сформировался стихийно, и принято его называть капитализмом. Вот, поэтому как бы он все равно, этот капитализм где-то там есть. Вот, как бы вы с ним не боретесь. Вот, он все равно существует, вот, но и как есть же выражение такое, это и Хайек, и Мизис с разных сторон, социализм невозможен. Вот, невозможно. На бумаге что угодно можно нарисовать, а на деле вы просто ограничиваете капитализм. Вот что вы делаете. А он все равно никуда не девается. Даже если вы деньги запретите, значит, как, ну, такие вот деньги как бы фиатные, да, значит, функции денег будут выполнять другие товары. Водка там выполняла в наше время. За это один пузырь, за это два пузыря. Все нормально. Вот. В советской армии там другие были способы расчета свои. Вот. Тоже не денежные, но были товары, которые выполняли эту функцию, средства обмена. Так что никуда капитализм не денется, и рынок никуда не денется. Ограничивать можно, но уничтожить. Только уничтожив человечество. А это тоже не получается. Как не пытаются, а вот не уходит. Кто тогда остается? Да, люди при всех попытках врачей, больной неминуемо оставался живым. Ну, где-то так. Ну что ж, час мы проговорили. Большое спасибо, Борис Савич. Значит, в следующий раз будем говорить о полемике Ротбарта
И Ну, я не обещал в следующий раз, но в постараюсь. следующий раз у нас через 4 недели ей будет время подготовиться. Тут, кстати, еще один вопрос появился. Пока мы с вами прощались. Вопрос. Капитализм термин кто ввел? Вроде бы это свободный рынок в терминологии Маркса. Так кто же этот человек, кто придумал термин капитализм? Вы знаете, вот это тоже спонтанное определение. Думаю, что автора этого термина мы не найдем. Когда мы читаем Мизеса, он тоже этот термин ему не очень нравился, но Мизес говорит, да, вот его стали употреблять, и вместо прочего, знаете, говорит, термин очень даже и неплохой, потому что он отражает одну из главных смыслов действий, вот, которые вот спонтанно возникают в этих условиях. То есть капитал, именно увеличение капитала приводит, то есть не какой-то способ распределения, как там Эйнштейн писал и другие. Не надо, вот будет накопление капитала, в результате и растет общее богатство всех и каждого. Вот то, что равенства нет, ну так а почему оно должно быть? Так что я не знаю, думаю, что, может быть, лингвисты, как это изучали, кто там первый это слово употребил, его никто не придумал. Это не Маркса термин, вот, и не экономистов того времени, и не Бастиа, и, значит, и не Смита. Вот, ну, по-моему, они тоже уже употребляли этот термин. Capital, само слово, откуда он происходит, можно понять, в чем смысл. Это нечто такое фундаментальное, самое главное в этом процессе, именно создание капитала. Вот. А Маркс красиво назвал свой, молодец, он хороший журналист, что ж там говорить, умел, и название придумал классное. Хорошо книжка продавалась определенно, а потом заставляли покупать. Говорят, что по тиражу капитал почти приравнивался в те времена, к продаже Библии по объему. Сейчас, наверное, уже не так. Ну, если его заставляют читать до сих пор, может быть, в библиотеках его много, можно не покупать. Можно и скачать бесплатно. Тоже. Да, в электронном виде. Электронные появились, но держать 4 тома капитала, это круто, конечно. Вот. Можно гантели с собой не носить, можно по голове дать капитала. Особенно 3-й том там толстый. Надеюсь, мы не будем так поступать. Это в КГБ любили бить, то уголовным кодексом по голове на допросах. И тогда лицом так раз об стол. В общем, ладно, это уже другая история, я потом расскажу, как это все происходило. Ну что, всем спасибо. Спасибо, Борис Савич. Кстати, нам в одном из предыдущих стримов пришел зритель из США и сказал, что страшно далеки мы. И не знаем мы американских либертарианцев, вашего любимого Кенселу не знаем. Мне так нравятся люди, которые приходят и рассказывают, что мы кого-то не знаем. Да ладно. Давайте познакомимся, я против. А они нас тоже не знают, почему мы их должны знать. Вот. Мне хотелось очень поговорить с людьми, которые знают, как в такое состояние пришел институт Мизеса в Алабаме. Очень бы хотелось поговорить. Так что, если есть желающие, обязательно поговорим. Если вы знаете, как институт Мизеса докатился до жизни такой, с радостью поговорим. Ну что, на этом будем заканчивать. Спасибо большое, Борис Савич. Еще раз. Все-таки с 3-го раза, я думаю, нам удастся попрощаться. С хорошим человеком прощаться тяжело, есть всегда о чем поговорить. Я думаю, что стрим получился замечательный. Спасибо всем, кто нас смотрел, и тех, кто будет смотреть еще позже. Так что спасибо, Борис Савич, и до встречи. Через 4 недели, правда, мы встретимся. А завтра мы встретимся с утра с Михаилом Чердышевым, а вечером по расписанию с Сергеем Рачинским, как обычно. Так что все. Всем спасибо, всем пока.